Помимо чисто классических частей, в балетных спектаклях нередко встречаются вставки с народным колоритом. Испанские, цыганские, арабские, венгерские, русские и многие-многие другие танцы называют характерными, и у них своя интересная история. Первым делом давайте обсудим важный лингвистический вопрос. Часто можно услышать, как балетные говорят «характерный танец», «характерная танцовщица». С этим словом примерно та же ситуация, что и с компасом, который в профессиональном сленге моряков превращается в компас. Произношение «характерный» нередко встречается в балетной среде, но на самом деле оно не соответствует литературной норме. Правильно все-таки говорить «характерный». Логика в том, что в таком танце находит воплощение национальный характер. В общем, не ругайтесь на балетных, которые привыкли к неправильному ударению, но сами, пожалуйста, постарайтесь произносить слово так, как нужно. Итак, что же такое характерный танец? Это вид сценического танца, основанный на народных мотивах. Важно понимать, что характерный танец не равно народный, так как последний не предназначен для показа на сцене. Народный танец рождался в давние времена, был связан с ритуалами, природными циклами, праздниками. У него были другие задачи и приоритеты. Так вот, характерный или народно-сценический танец, безусловно, корнями уходил в народные традиции. Но эти традиции обрабатывались хореографами так, чтобы конечный результат подчинялся законам сцены. В начале XIX века характерный танец существовал в театрах в качестве интермедии. Артистам-классикам нужно было давать небольшой отдых между выходами. И пока они приходили в себя после сложной вариации, зрителя, не очень хорошее слово, но кажется по смыслу подходит именно оно, развлекали танцами с народным колоритом. И нельзя сказать, чтобы зал был в эти моменты максимально вовлечен в спектакль. Характерные вставки воспринимались как что-то скучное, что надо перетерпеть в ожидании нового выхода балерины. Поначалу такие танцы имели комический характер. Драматически насыщенными они стали гораздо позже. Но почему характерный танец возник именно в это время? И почему бы его не убрать, если классика знатному зрителю привычнее и интереснее? В начале века наблюдался подъем патриотических настроений. Если говорить о Российской империи, то здесь это было связано с войной 1812 года. Обращение к народным истокам стало, так сказать, хорошим тоном. Кроме того, не будем забывать, что в то время расцветал романтизм, одним из признаков которого также является использование фольклорных мотивов. В балетах романтической эпохи классическая техника олицетворяла возвышенный и идеальный мир, в то время как характерные вставки были приземленными, бытовыми. Они контрастировали друг с другом. Долгое время характерный танец считался второсортным, и только к концу XIX века у венгерца Альфреда Беккефи и Александра Ширяева получилось создать особый экзерсис – систему упражнений у станка специально для артистов, исполняющих народно-сценический танец. А одним из обязательных предметов изучения в балетных школах он стал уже в веке XX. В 1936 году опубликована первая учебная программа по этой дисциплине, а в 1939 году вышла важнейшая книга «Основы характерного танца», которую по значимости можно сравнить с основами классического танца Агриппины Вагановой. Как уже говорилось выше, характерный танец – это танец обработанный, продуманный, сделанный по театральным канонам. И все же композиция у него менее строгая, чем у классического, да и в технике немало отличий. Прежде чем рассмотреть некоторые из них, давайте обозначим, чем эти танцы технически похожи. Из видео про балетные данные вы, наверное, помните, что все классические движения строятся на выворотной позиции ног. Характерный танец может изредка нарушать это правило, но в основном номера ставятся таким образом, что без выворотности станцевать их сложновато. Именно поэтому характерным танцовщикам в балете необходимо обладать примерно тем же набором данных, что и классикам. Теперь про различия. Характерные танцы могут исполняться на присогнутых коленях, что совершенно невозможно в классике, где колени должны быть дотянуты, создавая идеальную линию ноги. В классике корпус достаточно статичен. Артисты должны держать спину прямой, плечи опущенными, а характерный танец требует большей амплитуды движений. Там встречаются перегибы в разные стороны, круглая спина, расслабленный корпус. Позиции рук гораздо более разнообразны и интересны.
Есть прекрасная запись с Майей Михайловной Плесецкой, где великая балерина показывает, как руки меняют стиль и характер танца. Сюда же можно отнести положение головы. Оно более свободное, чем в классике. Ноги тоже выполняют не совсем типичные для балета движения. Бедра могут быть завернуты внутрь, то есть что-то может исполняться невыворотно или полувыворотно. Кроме того, артисты выстукивают ритм каблуком, как в степе, чечетке и ирландских танцах. Приседать можно не только в плие, но и в закрытую позицию. Характерный танец часто исполняют в туфлях, однако пальцевая техника там тоже встречается. Вспомните китайский или индийский танец в щелкунчике. Как раз на этих примерах очень хорошо видно, что характерный танец порой крайне далек от своих народных прототипов. Мы с вами прекрасно понимаем, что в Древней Индии никто на пуантах не танцевал. В XIX веке балетмейстеры делали это намеренно. Они видели своей задачей очистить, облагородить национальное искусство. Из площадного сделать его приличным и почтенным. В заключение назову несколько ярких примеров характерных танцев, чтобы вы могли найти записи и посмотреть их. Танец басков в пламени Парижа, фламенко в Лауренсии, арагонская хота, русский или венгерский танец в Лебедином озере, цыганский танец в Дон Кихоте, венгерский танец в Раймонде и многие-многие другие. Вот такая краткая история характерного танца на балетной сцене. Надеюсь, вам было интересно. Пожалуйста, не забудьте поставить этому видео лайк и поделиться со своими балетными друзьями. До новых встреч!